Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Beauty Life Vitena. Сегодня мы поговорим об очень редкой машине, и это Lamborghini Miura. Мы обсудим ключевые моменты длительного процесса реставрации этого итальянского суперкара 1969 года. Мы продолжим эту историю со второй части реставрации. Изначально машина была отдана в автомастерскую примерно в 2000 году, но через некоторое время мне пришлось ее забрать из-за нехватки средств. Так что мы начинаем с момента ее второго прибытия в мастерскую, надеюсь, уже окончательного после этого долгого процесса реставрации. Как вы видите, после первого этапа машина 10 лет просто пылилась, а в феврале 2021 года мы погрузили ее на прицеп и отвезли обратно в автомастерскую, чтобы завершить работу. Ты веришь, что дело наконец-то продвинулось? Я верю. Чтобы поверить, нужно увидеть своими глазами. Столько много времени прошло, пора ее наконец-то отремонтировать. Вот мы привезли машину в мастерскую, где она пробует несколько лет. Мы будем следить за ходом работ, навещать машину, и вы увидите этапы восстановления. Lamborghini Miura считается самым красивым автомобилем в истории. Сейчас я покажу вам, что было сделано в процессе реставрации: покраска, электропроводка, замена шин и многое другое. Представляете, нижняя часть кузова этой машины полностью проржавела. Машину пришлось перевернуть на крышу, чтобы убрать поврежденную нижнюю часть шасси и заменить ее новым металлом. Теперь она прочная, чистая и готовая ко второму этапу реставрации. Все панели пола новые. Здесь будет установлен поперечный двигатель V12. Все это пространство предназначено для мотора и трансмиссии. Крыша может выглядеть неприглядно, но с ней все в порядке, и она готова к установлению новой обивки потолка. Багажник тоже приведут в порядок, и в нем поместятся 2 комплекта клюшек для гольфа. А вот и улыбка. Счастливая машина ожидает своего возрождения. Теперь давайте взглянем на этот 6-летний проект и на то, что было сделано за это время. Машину полностью почистили и подготовили к покраске. А теперь перейдем к самому интересному – выбору цвета. Нашей целью было точно подобрать цвет, сохранившийся под уплотнителем лобового стекла, на колесных арках и внутри дверных проемов. Кроме того, у нас была историческая фотография для образца. Мы перебрали множество цветов и сделали немало пробных выкрасов. Работы было много, но в итоге мы нашли нужный цвет. Реставрация также включала приведение в порядок всей электропроводки. Посмотрим, чем занят Крис. Эти 50-летние провода уже подвергались вмешательствам. Здесь видны неподходящие разъемы и некачественные соединения. Все это пришлось заменить. Я также установил новую изоляцию на кабеле, зачистил все контакты и обеспечил надежные соединения. Старые разъемы японского типа я заменил на аутичные итальянские. Это деталь, которую никто никогда не увидит, но приятно выполнять реставрацию правильно. А это блок переключателей, расположенных на потолке Miura P400. Если наконечники проводов были в хорошем состоянии, я погружаю их в уксус для удаления коррозии. Здесь вы видите путаницу проводов, и я привожу их в порядок. Работы еще много, но давайте взглянем на обивку. Оригинальный виниловый материал для отделки передней панели больше не выпускается, поэтому мы выбрали качественную кожу. Остальная часть салона также отделана кожей светло-коричневого цвета. Укладка коврового покрытия еще не завершена. Вот одно из сидений и 2 подголовника, изготовленные с нуля. Сиденья Miura – это простые ковшеобразные сиденья, без регулировок. Они легкие, с глубокой посадкой и хорошей боковой поддержкой. До выставки Pebble Beach осталась всего неделя, и я немного волнуюсь, так как салон еще не установлен. От сидений перейдем к приборной панели. Вот часть панели, расположенная перед пассажиром. Здесь будут установлены 3 поворотных дефлектора вентиляции.
А здесь часть со стороны водителя, где разместятся крупный спидометр и тахометр с небольшим индикатором поворотников между ними. Эти элементы панели будут установлены в ближайшее время, а пока мы просто оставим их здесь для мастера по установке. Помните крышу? Теперь на ней установлена обивка потолка вместе с вентиляционными отверстиями, плафонами освещения, потолочной консолью и солнцезащитными козырьками. А пустой серый багажник обшит новыми панелями. У версии Miura S боковые стенки багажа открыты. Здесь у нас новые дверные обшивки для версии S, на которых нет ручек для стеклоподъемников. Слева спидометр, справа тахометр, шкала размечена до 10 тысяч оборотов в минуту. Перед пассажирским сиденьем видна вентиляция с управлением. Центральный блок приборов пока отсутствует, но его установят в ближайшее время. К установке уже готовы крышки воздушных фильтров, расширительный бачок радиатора и выпускные коллекторы. Короткие устанавливаются на задней части двигателя, а длинные на передней. Колесные диски были покрашены в золотистый цвет, но затем им вернули оригинальный серебристый оттенок. А вот и сама машина в мастерской ждет установки салона и двигателя. А вот и сердце автомобиля – блок цилиндров двигателя Lamborghini V12 поперечного расположения, который только что вернулся после гильзовки. Это 4-литровый блок – настоящее чудо литейного искусства. Двигатель и трансмиссия здесь объединены в единый узел. Решение, вдохновленное конструкцией британского Мини. В данный момент двигатель перевернут вверх дном. Здесь будет установлен коленчатый вал. Это сторона блока, где находится сцепление. Здесь же видны совершенно новые шатуны. Можно заметить заваренные отверстия, разделяющие масляные системы двигателя и трансмиссии. А теперь давайте посмотрим, как продвигается сборка двигателя. Здесь уже установлены новые поршни. Дифференциал собран, все готово к окончательному монтажу сцепления. Со временем машине понадобится бензин, заливать его будут сюда. Вам понравилась эта машина? Смогли бы вы ждать более 40 лет, чтобы воплотить свою мечту в жизнь? Пишите в комментариях, скоро выйдет 3-я часть. Я покажу вам установку двигателя, отделку салона и, надеюсь, сам автомобиль на выставке Pebble Beach. Посмотрим, как все сложится. Работу должны завершить в этом году. Сейчас 2026, и мы надеемся, что машина будет готова к августу, к неделе мероприятий Concours d'Elegance Pebble Beach, знаменитая неделя автомобилей. Такова наша цель. Что ж, друзья, оставайтесь с нами и следите за продолжением истории. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Увидимся в следующем видео. До встречи. Всем пока.